Итак, всем доброй ночи, дорогие друзья. Поскольку мне провели интернет, то теперь я могу иногда и ролики снимать, но считаю, что такие работы лучше снимать в прямом эфире. Итак, работа с вольтом, армянская порча и работа для практиков. Что из себя представляет вольт? Вольт можно купить готовый в определенных магазинах, вольт можно изготавливать самим. Вольт – это мини-человек, скажем, кукла, которая нарекается именем жертвы. И практики это знают. Значит, берут волосы, ногти, кровь жертвы, а иногда просто именной вольт. Иногда можно фотографию здесь использовать. Порой фотографию сжигают, перемешивают с воском, изготавливая вольт, а порой просто нарекают именем. Чем сильнее практик, тем меньше усилий нужно ему прилагать для того, чтобы активизировать связь жертвы с его вольтом. Для начала нужно назвать этот вольт именем человека, которому вы делаете порчу. Потом провести определенные манипуляции, смотря что вы делаете, для чего. Это для практиков, еще раз напоминаю, написала заодно. Потом этот вольт нужно сжечь, смотря в каких работах. Иногда вольт нужно вешать, иногда нужно похоронить на кладбище, иногда нужно утопить, иногда нужно сжечь. В общем, по-разному. В любом случае удар идет по этому человеку. Что происходит при таких вот работах, при таких порчах? Обычно при таких порчах люди, которым это наносится, как они выявляются? Вот ты не говоришь имя человека, которым это делаешь, но тут же появляется, скажем, разговор, видеоролик, если человек снимает что-либо, да, с чем? Там с хохотом, ой, я знаю, это мне было сделано, ничего не подействовало. Вопрос, как человек понял, что это сделано ему? Понял по определенным симптомам. Он понял, что этот удар нанесли ему для того, чтобы не выдать себя, якобы, как говорят, на варе и шапка горит. Начал говорить, мол, у меня все в порядке, все прекрасно, все хорошо. Но если имя человека не было названо, вот согласитесь, да, согласно логике, этот человек не должен вообще понять, он не должен вообще проявить себя, то есть он ничего не почувствовал, ничего не было, с чего он должен ни с того ни с сего доказывать людям, что у него все в порядке. Значит, все-таки удар пошел, и человек теперь делает все возможное, чтобы показать, якобы он не боится, и у него все прекрасно. Это первая истерия, которая происходит обычно. Потом начинают бегом очищаться, чтобы спасти себя. Потом через некоторое время человек исчезает. Для того, чтобы человек быстрее исчез, нужно это периодически повторять. То есть, смотрите, ты говоришь, я делаю порчу. Ты не называешь имени человека, но человек выявляется, начинает говорить о том, что у него все хорошо. С чего это вдруг так происходит? Потому что человек узнает себя, то есть он понимает по симптомам, он эти удары получает, и он понимает, вот теперь я назло скажу, у меня все прекрасно, все отлично, ничего не болит, все супер. На самом деле, что происходит при порче? Первые симптомы – это уже жуткая головная боль посреди ночи. Потом начинается жуткое желание пить, потому что обезвоживается организм, организм начинает бороться с теми симптомами, что происходит с этим человеком. Потом начинаются страхи, потом начинается ощущение, что вот любая неудача – это следствие того, что на тебя навели порчу. Останавливается денежный поток, начинается дома ссоры, в общем, внутренний дискомфорт и прочее, прочее. И сколько бы человек не кричал, практика показывает, что, как правило, вот кричащие люди, что все прекрасно, замечательно, ничего на меня не действует, через некоторое время человек либо умирает, либо исчезает из поля зрения. Просто исчезает. Либо водит, например, на Луну. Очень так
Там, сегодня мой день, сегодня, как он там, 9-й день Луны. Ну, что-то в этом роде. То есть, как раз человек, который говорит, да, ничего мне не действует, все прекрасно, а потом раз и исчез через некоторое время. Итак, не будем долго разговаривать, начнем. Я для начала отключу все-таки вспышку, потому что не считаю нужным. Яна будет показывать, а я буду рассказывать, что для этой порчи используется. Вообще вольт использовали испокон веков. Женский образ. Не нужно, чтобы вы были там Микеланджело и слепили прям четко ее лицо или ее фигуру. Это не имеет никакого значения. Вы уже активизировали вольт, то есть вы соединились с этим человеком, вы активизировали связь жертвы и его вольта, и поэтому больше ничего делать не нужно. Пусть и тихо. Черные восковые свечи требуются. Могильник. Я здесь просто использовала, скажем так, одного из демонических фигур, просто для усиления ритуала, не более того. У нас спички где были? Да. Зажигаем всегда спичками, уважая огонь, силу огня, всегда. То есть зажигалки и прочее здесь вообще неприемлемо. Я видела одну великую ведьму, которая там чиркала зажигалками прямо от души. Но это искусственный огонь. Как вы думаете, почему мертвецов сжигают, скажем, на ступени Гхат в Индии? Почему сжигают натуральными, скажем, природными материалами, да? Они могут бензин просто налить на него и сжечь, но те заказывают специально дрова, древесину. Насколько богаче человек, сколько может себе позволить, настолько и заказывает. Именно для того, чтобы природными материалами. Это уважение к огню, очищающего огня. Иначе смысла нет в этом всем, понимаете? Никакого. Насколько я помню, оно называется, по-моему, капорники Гхат. То есть в переводе означает ступень сожжения, потому что там Гхат несколько ступеней. Первая ступень очищения, вторая омовение, восприятие и сожжение. Это Варанаси, город мертвых, и туда все стремятся перед смертью быть сожженными, чтобы попасть в лучшие сферы. Священный город Варанаси, если кто знает, где там трупы плавают, и люди чай варят оттуда, и зубы чистят, и все счастливы. Не то, что здесь. Они уже устойчивые, пофигу. Итак, горит могильник, извиняюсь. Здесь могильник используется только. Некоторые пишут, что спрашивают могильник в аптеках, мол, на них такие глаза делают. Правильно делают. Могильник в аптеках не продается. Ну, тоже придумали. Вы еще в аптеке спросите, там Бафомета не продают случайно? Может, он хочет есть? Покорми. На всякий. Чтобы он отстал. Куда попал? Ничего. Вот у нас 2 стола. Один для работы, потому что здесь очень много всего будет капать и прочее. А другой культур-мультур. Так что вот теперь мы, как тот казак сказал точно, мы теперь богатые женщины. Шучу. Мы богаты душой. Ладно уж. Надо, чтобы сгорело нормально. И тогда начнем. Так, последнее зажигаем. Итак, трава будет гореть, тлеть, а вы должны 6 раз читать и тыкать ножом, говоря на современном языке, в
чакры, то есть в те, по-другому называют дороги. Голова – это разум, вот. Сердце. Чакра живота – это здоровье. Чакра половая. Вот эти две стороны, которые обычно отвечают за защиту человека, потому что его круг защиты и энергетическое поле здесь находится. В основном вот в эти чакры. Тыкая в эти чакры, читать 6 раз армянский заговор. Понимаете вы заговор или не понимаете, это не имеет никакого значения. Главное, чтобы вы произнесли. После чего, точно так же произнося, нужно сжечь вольт. И это уже процесс, скажем так, необратимый. Можно ли снять такую работу? Можно, если я сильнее тебя. Если человек, который профессионал, сильнее тебя, знает это все, может быть, рискнет. Может быть. Хотя на каждую работу ставится защита. Если кто-нибудь рискует это сделать, то получает по башке. Итак, начнем. Перевод я говорить не буду и не вижу нужды. Сев сариц, сев кариц, сев дев, сев хев, сра հոգին արյունը խմիր, այրվիր կրակի մեջ, վառվիր ցավի մեջ, լացիր վշտի մեջ, սև դևի բաժին դար. Это первая часть. Далее. Поскольку я обучаю, конечно, рассказываю в процессе, а потом перестану говорить. Հոգիդ վառվի, սիրտդ մարի, անիծյալ լինես, գայլը գարին կերավ, վիշտը հոգիդ կերավ, սիրտդ մարի, հոգիդ այրվի, անիծյալ լինես, փտես հողի տակ, սև քարի տակ, սև դևի բաժին դառնաս, մոխրանաս, կորչես, այդպես լինի. Далее берете восковую свечу, второй раз. Начинаете читать и капать. Опять по тем же направлениям. Если помните, грузинскую порчу я давала против врагов, где вольт нужно было вешать на кладбище. Так вот, очень многие написали, что наказание было такое страшное для некоторых врагов, вплоть до самоубийства. Ну и прекрасно. Кто вас не жалеет, того жалеть нечего. Сев сарит, сев карит, сев дев, сев хев, սրա հոգին կեր, արյունը խմիր, այրվիր կրակի մեջ, վառվիր ցավի մեջ, լացիր վշտի մեջ, սև դևի բաժին դար. Հոգիդ վառվի, սիրտդ մարի, անիծյալ լինես, գայլը գարին կերավ, վիշտը հոգիդ կերավ, սիրտդ մարի, հոգիդ այրվի, անիծյալ լինես, փթես հողի տակ, սև քարի տակ, սև դևի բաժին դառնաս, մոխրանաս, կորչես, այդպես լինի. Далее держите вот так, где живот, то есть чакра живота, если уж так по-грубому, да? Вот таким образом, если он стоит, замечательно. Сев сариц, сев кариц, сев дев, сев хев, սրա հոգին կեր, արյունը խմիր, այրվիր կրակի մեջ, վառվիր ցավի մեջ, լացիր վշտի մեջ, սև դևի բաժին դար. Հոգիդ վառվի, սիրտդ մարի, անիծյալ լինես, գայլը գարին կերավ, վիշտը հոգիդ կերավ, սիրտդ մարի, հոգիդ այրվի, անիծյալ լինես, փթես հողի տակ, սև քարի տակին, սև դևի բաժին դառնաս, մոխրանաս, կորչես, այդպես լինի. Еще раз. Սև սարից, սև քարից, սև դև, սև խև, սրա հոգին կեր, արյունը խմիր,
Այրվիր կրակի մեջ, վառվիր ցավի մեջ, լացիր վշտի մեջ, սև դևի բաժինդար։ Հոգիդ վառվի, սիրտդ մարի, անիծյալ լինես, գայլը գառին կերավ, սիրտդ վիշտը հոգիդ կերավ, սիրտդ մարի, հոգիդ այրվի, անիծյալ լինես, փթես հողի տակ, սև քարի տակ, սև դևի բաժին դառնաս, մոխրանաս, կորչես, այդպես լինի։ Սև սարից, սև քարից, սև դև, սև խև, սրա հոգին կեր, արյունը խմիր, այրվիր կրակի մեջ, վառվիր ցավի մեջ, լացիր վշտի մեջ, սև դևի բաժին դար։ Հոգիդ վառվի, սիրտդ մարի, անիծյալ լինես, գայլը գառին կերավ, վիշտը հոգիդ կերավ, սիրտդ մարի, հոգիդ այրվի, անիծյալ լինես, փթես հողի տակ, սև քարի տակ, սև դևի բաժին դառնաս, մոխրանաս, կորչես, այդպես լինի։ 6 раз прочла, я уже не помню. По-моему, больше. Это не важно. Значит, для тех продажных мадам, которые сидят в разных форумах, хотят перевести своим хозяйкам, хочу вам сказать, любая из тварей, которая рискнет переводить эти слова, через себя пропустит. У любой из вас заболеет ребенок. Просто я вас предупреждаю. Можете переводить, конечно, если вы такие продажные мрази, которые на ваш народ льют говно. Но я вам говорю, любая шалава из вас, которая возьмется перевести этот ритуал, у любой из них заболеет ребенок. Если готовы к этому, делайте. Потому что, перенося через себя вот эти слова, вы бьете по своей крови, то есть по своим детям. Так что шлюхи вперед. Берем переводчик и переводим. Потом не говорите, что я вас не предупреждала. А потом все свои деньги будете тратить на врачей. Бегать туда-сюда, их спасать. Я вам просто для мрази объясняю, что для каждого ритуала есть ключ. Есть определенные слова потайные, которые вы не знаете. Перед тем, как создать ритуал или перед тем, как подарить ритуал народу, эти слова читаются. И там сказано следующие слова. Любой, кто возьмется переводить или другим передать без моего ведома и согласия, чтобы у того было то и это. Ну, каждому ритуалу ставишь свой ключ. Так что твари, у которых нет самолюбия, которые сидят, аплодируют всяким шалашовкам с базара, побегут переводить с армянского языка, я только за, чтобы у вас не было потомства. Потому что у таких позорных мразей лучше, пускай не будет потомства, чем вот этот мусор будет жить у моего. Переведите, пропустите через себя. Будете расплачиваться своими детьми. Вперед. Читай последний раз. Сев сарит, сев карит, сев дев, сев хев, сера հոգին կեր, արյունը խմիր, այրվիր կրակի մեջ, վառվիր ցավի մեջ, լացիր վշտի մեջ, սև դևի բաժին դար, հոգիդ վառվի, սիրտդ մարի, անիծյալ լինես, գայլը գառին կերավ, վիշտ հոգիդ կերավ, սիրտդ մարի, հոգիդ այրվի, անիծյալ լինես, փթես հողի տակ, սև քարի տակին, սև դևի բաժին դառնաս, մոխրանաս, կորչես, այդպես լինի. Запомните, люди, которые сидят, просто слушают мои ритуалы, просто слушают, у них уже меняется многое. Понимаете? А здесь читать их, перевести, пропустить через себя, значит, обречь своих детей, свою кровь на болезни. Поэтому делаете, мне вас не жаль. Но я вас предупредила, чтобы вы знали. Так, секунду. Берем вольт. Начитанный. Подносим. Читаем еще раз. Сейчас перевернет я. Սև սարից, սև քարից, սև դև, սև խև, սրա հոգին կեր, արյունը խմիր, այրվիր կրակի մեջ, վառվիր ցավի մեջ, լացիր վշտի մեջ, սև դևի բաժին դար, կիդային վագոյ։
И пока горит сверху, читаем. Хокит варви, сиртат мари, анитиаллинес. Գայլը գարին կերավ, վիշտը հոգիտ կերավ, սիրտը դմարի, հոգիտ այրվի, անիցյալ լինես, փթես հողի տակ, սև քարի տակին, սև դևի բաժին դառնաս, մոխրանաս, այդ կորչես, այդպես լինի։ Սև սարից, սև քարից, սև դև, սև խև, սրա հոգին կեր, արյունը խմիր, այրվիր կրակի մեջ, վառվիր ցավի մեջ, լացիր վշտի մեջ, սև դևի բաժին դառ, հոգիտ վառվի, սիրտդ մարի, անիցյալ լինես, գայլը գարին կերավ, վիշտը հոգիտ կերավ, սիրտդ մարի, հոգիտ այրվի, անիցյալ լինես, փթես հողի տակ, սև քարի տակին, սև դևի բաժին դառնաս, մոխրանաս, կորչես, այդպես լինի։ Читаем, пока она не расплавится. Хочешь, я подержу? Давай. Давай. Սև սարից, սև քարից, սև դև, սև խև, սրա հոգին արյունը խմիր, այրվիր կրակի մեջ, վառվիր ցավի մեջ, լացիր վշտի մեջ, սև դևի բաժին դառ, հոգիտ վառվի, սիրտդ մարի, անիցյալ լինես։ Чуть не зарилась. Да, огонь он агрессивный, осторожно. Видишь, он агрессивный стал. Գայլը գարին կերավ, վիշտը հոգիտ կերավ, սիրտդ մարի, հոգիտ այրվի, անիցյալ լինես, փթես հողի տակ, սև քարի տակին, սև դևի բաժին դառնաս, մոխրանաս, կորչես, այդպես լինի։ Սև սարից, սև քարից, սև դև, սև խև, սրա հոգին կեր, արյունը խմիր, այրվիր կրակի մեջ, վառվիր ցավի մեջ, լացիր վշտի մեջ, սև դևի բաժին դառ, հոգիտ վառվի, սիրտդ մարի, անիցյալ լինես։ Գայլը գարին կերավ, վիշտը հոգիտ կերավ, սիրտդ մարի, հոգիտ այրվի, անիցյալ լինես, փթես հողի տակ, սև քարի տակ, սև դևի բաժին դառնաս, մոխրանաս, կորչես, այդպես լինի։ Вот кто запищит, тот и почувствовал эту силу. Потому что если я не чувствую силу, я пищать не буду. Объясню почему. Потому что мне будет все равно. А запищит именно тот, кто на себе это почувствует. Так что вот вам еще одна работа, но для практиков. Потому что я очень много уже дарила простым людям. Я считаю, что пора и практикам начинать дарить. И поскольку у нас в распоряжении есть огонь, то мы можем пока что, да, все ритуалы, которые хотели с огнем снять, будем снимать периодически. Сейчас, если у нас будет еще сила, то мы еще кое-что снимем. А пока что с вами прощаемся. Всем удачи. Ну, тем, которым сделано, конечно, удачи уже не светит, но все равно. Много так потявкало. Теперь смотрят со стены, как живые. Всего хорошего.